Привет, Арми. Добро пожаловать на канал Королева К-попа. Привет, любители К-попа. Вы на канале К-поп-фир, где каждая история трогает ваше сердце, словно любимый бит. Что, если? Самые тихие моменты рассказывают самые громкие истории любви. Мир стремительно мчался. Самолеты взлетали, музыка гремела на аренах, полных аншлагов, миллионы фанатов синхронно кричали. Но где-то в тишине между этими битами раскрывалось нечто гораздо более мощное. Вот они. Два молодых человека в одинаковой одежде, сидящие рядом в частном самолете. Мир увидел это как короткий клип. Моргание, и вы пропустите этот момент, но сердца, которые внимательно наблюдали, увидели. Все. Тэхёна тошнило. Его лицо раскраснелось, в руке салфетка, голос был приглушенным от холода. Но даже тогда, в самом хрупком состоянии, он не был одинок. Он решил положить голову на колени Чингука не потому, что это было удобно, а потому, что это было безопасно. Знакомо. Дом и Чингук. Он не колебался, никакой неловкости, никакого дискомфорта. Только мягкая улыбка и нежная рука, гладившая волосы Тэхёна, словно мира снаружи не существовало. Эта рука не просто утешала. Она передавала не слова, а понимание. Безмолвное. Я здесь, язык, который могут понять только две души, связанные глубокой связью. Это не было фан-сервисом. Это не было показушностью. Их не направляли камеры. Не было толпы, ожидающей реакции. Это было искренне. Неприкрыто. Два сердца бьются рядом. Одно тихо наклоняется, другое тихо обнимает. Потому что есть разница между тем, чтобы просто держаться и держаться. Один отпускает. Другой обещает остаться. И остаться. Чингук так и сделал. Пока Тэхён шмыгал носом. Сквозь смех, Чингук тоже рассмеялся. Не над ним, а вместе с ним. Не чтобы выступить, а чтобы присутствовать. Их хихиканье не было запланировано. Их объятия не были отрепетированы. Они были просто в своем собственном мире, создавая момент, который говорил громче тысячи песен о любви. Ты видел, как Чингук смотрел на него. Не как лучший друг или участник группы. Это был взгляд, полный тихого благоговения, словно он видел всю свою вселенную, сидящую прямо перед ним. Потому что он знает Тэхёна не просто как айдола на сцене, а как парня за кулисами. Тот, чье дыхание меняется. Когда он устал, чьи пальцы подрагивают. Когда он нервничает. Чье молчание говорит больше, чем любое предложение. Такое знание приходит не от дружбы. Оно приходит от любви. Любви, которая не требует названия. Любви, которая существует не для того, чтобы мир ее понял, а для того, чтобы их сердце чувствовали. И Тэхён. Он не прятался. Он не надевал маску. Он наклонился к Джункоку уязвимым и открытым, потому что знал, что он всегда его поймает. Даже в тишине, даже во сне их тела общались.
Покоящаяся голова, твердая рука, ритм. Выработанный годами. Взаимного общения. Мир спрашивает, а не просто. Друзья. Но, может быть, нам пора перестать пытаться навесить ярлыки на то, что невозможно сдержать. Потому что когда Чингук смеется вместе с ним, когда Тэхён прижимается к нему, когда их улыбки встречаются в воздухе. Это не дружба. Это что-то другое. Это близость. Это доверие. Это два человека, которые находят утешение. Не в словах, а в присутствии. Даже когда камеры выключаются, когда весь мир перестает смотреть, ты просто знаешь, что эти двое все еще остаются рядом. Все еще смеются, все еще держатся. Армии видели это не логикой, а чувством. Их комментарии хлынули потоком. Почему это по-другому? Посмотрите, как Чингук прикасается к нему. Это не фан-сервис. Это по-настоящему. И в глубине души мы все это знали. Это не было представлением. Это был мир. Это два сердца шептали «Я твой», не говоря ни слова. В индустрии, построенной на имидже, эти двое нашли убежище друг в друге. Тэхён. Загадка. Чингук у ведущей. Вместе. Любовная поэма, написанная без чернил. Поэтому, когда вы думаете о любви, не о яркой, а о тихой, непоколебимой. Думайте о том самолете. Думайте об усталом парне, отдыхающем на коленях. Думайте о другом, поглаживающем его волосы с нежностью. Колыбельной. Думайте о том, как время, казалось, замерло всего на минуту, чтобы любовь могла дышать. Потому что именно так выглядит, когда две души находят свой дом друг в друге. И никакой свет софитов не сможет затмить это. Вот. И все с КПОП-фир вашего главного пункта назначения в КПОП. Помните, оставайтесь сияющими. И всегда следуйте своему сердцу. Увидимся в следующий. Жарко. Жарко. Они не хотят видеть, как я добиваюсь успеха. Они не хотят видеть, что мне есть дело. Каждый раз, когда я достигаю прогресса, я вижу, что они сравнивают меня. Мне кажется, все против меня. Может быть, что-то витает в воздухе. Я что? Паранойя? Клянусь, образуется пустота, и они боятся. Я иду по прямому пути. Немногие могут так сказать. Мне нравится играть. Быстро. Перейди мне дорогу, и будет расплата. Лучше молись, чтобы я не увидел твоего лица. Никогда.